Меня зовут Катя Лупанова, я графический дизайнер. Сейчас я довольно много книжек делаю для издательства «Ad Marginem». Работаю с 3Media и в планах, я надеюсь, сотрудничество с фондом VC. Также я не ограничиваюсь только книжным дизайном. Я работаю с музеями, с театром, занимаюсь оформлением выставок, разработкой идентики, навигации, постерами и прочим. Но сегодня мне бы хотелось поговорить в большей степени про книжный дизайн, потому что я для себя сейчас чувствую в нем больше потенциала, наверное. И я думаю, что это видео может быть интересно тем, кто никогда не делал книжек, потому что я расскажу о каких-то базовых вещах и, как мне кажется, с чего вообще стоит начинать работу над книжными проектами. Но, может быть, это видео будет любопытно и людям, которые уже сделали немало книжек, потому что я хочу поднять вопросы, которые для меня остаются открытыми, хотя у меня есть какая-то точка зрения по ним, но единого однозначного ответа нет. И также я хочу рассказать не только об удачных проектах, но и о сложностях, которые возникают в моей работе. И, не знаю, убедить людей, что есть место в книжном дизайне для ошибки. Как подступиться вообще к работе? Я бы хотела сказать для начала довольно очевидные вещи, но мне кажется, важно их проговорить. Я думаю, что любой проект в первую очередь должен быть поводом для того, чтобы хорошо провести время и как-то повеселиться, потому что иначе, если он превратится в рутину, вы будете просто тратить свои силы и свое время, и время, и силы заказчика. Поэтому первым делом, я считаю, нужно просто ознакомиться с материалами, прочитать их и понять вообще, возникает ли у вас желание сделать из них книжку. И если этого желания не возникает, то, может быть, не стоит и начинать. Мне кажется, очень хорошая идея встретиться с издателем или с художником, чьи материалы войдут в книжку, и просто поговорить с ними и понять, совпадают ли ваши этические, эстетические позиции, и думаете ли вы в одном направлении, потому что вы будете проводить довольно много времени с этими людьми, обсуждать детали проекта, и хотелось бы, конечно, чтобы это общение было конструктивным, уважительным и приятным. Я думаю, что это хорошая идея также спросить у ваших заказчиков или издателя, посмотрели ли они ваше портфолио, потому что очень важно понять, понравилось ли оно им настолько, что они готовы довериться вам как профессионалу. И поэтому на такие встречи я обычно приношу свои книжки, чтобы у людей была возможность их полистать. И прошу обычно принести несколько книжек, которые уже были сделаны для заказчика. Задаю вопросы о том, какие возникали сложности, что кажется удачным или неудачным в этом проекте. И также прошу прислать референсы на будущую работу и тоже детально их обсудить, потому что иногда у дизайнера и заказчика настолько разная оптика, что вы можете говорить об одной и той же книжке, но видеть абсолютно противоположные вещи. Как построить план своей работы и как оценить свой труд? Обычно я разбиваю свою работу на несколько этапов и, как правило, оцениваю стоимость и сроки исполнения каждого этапа. И часто это сценарий, когда вы делаете принципиальный макет, утверждаете его, затем вы доделываете основные элементы верстки, собственно, заверстываете книжку, вносите какие-то правки и готовите и издаете макет в печать. Отдельно оцениваются дополнительные расходы вроде покупки шрифтов или цветопроб и прочего. Дальше нужно понять, как оценить свою работу. Мне кажется, можно делать это двумя способами: по затраченному времени и постранично. То есть если вы понимаете, что вы ясно представляете, сколько времени вы потратите на проект, то, конечно, удобнее по времени. И в Европе, например, довольно развита система почасовой оплаты, и мне кажется, это очень удобно и честно, но здесь чаще просто нужно прикинуть, сколько дней в неделю, например, вы будете делать этот проект, например, 5 дней в неделю в течение месяца, и озвучить сумму гонорара за весь этот период.
Но если вы не уверены в сроках, как долго времени вы будете работать над проектом, вы можете оценить свою работу постранично. То есть вы заранее договариваетесь с заказчиком, какой примерный объем издания или максимальный. И потом уже в процессе работы вы уточняете количество полос и уточняете сумму гонорара. И мне кажется, что, конечно, стоит разбивать оплату на несколько этапов и всегда работать с авансом. Как вести работу в дальнейшем, чтобы было удобно всем? Уже на собственном опыте я могу дать несколько советов, которые действительно помогают. Во-первых, стоит обсудить с заказчиком, сколько принципиальных макетов вы готовы предложить. И с книжками это, как правило, один какой-то хорошо обдуманный макет. Обязательно нужно подписывать принципиальный макет на этапе его утверждения. Это, конечно, звучит как полная безумная бюрократия, но это удивительно, насколько подписание чего-то повышает ответственность сторон за свои действия. И я думаю, что все-таки стоит устанавливать какие-то дедлайны, потому что проект может затянуться, и вам хотя бы стоит оговорить с заказчиком, до какого момента вы готовы присутствовать в проекте. И еще хорошая идея вести какую-то общую документацию ваших переговоров и даже высылать резюме по итогам встреч. Это нужно для того, чтобы вы не забыли сами какие-то детали. Но самое главное, что это очень помогает удостовериться, что вы действительно с заказчиком правильно друг друга поняли. Стоит ли пугаться, если заказчик приходит к вам с незавершенными материалами и без ясного понимания того, что он хочет получить? Мне кажется, конечно же, материалы и их структура, они обуславливают в книжке абсолютно все, начиная от макета и заканчивая выбором печатных материалов. Но когда заказчик приходит к вам с еще не финальными материалами и толком не понимает, какого результата он добивается, я думаю, что это абсолютно нормальная ситуация, потому что заказчик не дизайнер, и ему сложно сориентироваться. И это как раз задача дизайнера, задавая ему наводящие вопросы, понять, чего он хочет, и придумать концепцию издания. И даже более того, довольно часто в моем опыте дизайнеру предлагается функция редактора. То есть вы можете вместе с издателем или художником формировать структуру и содержание книги. Это, конечно, большая ответственность, но ее совершенно не стоит, на мой взгляд, пугаться. Так, например, в книжке, которую я делала для издательства «Тримедиа», о фотографе Стэнли Грини, которая, к сожалению, так и не вышла, мы сразу решили, что мы не будем публиковать в ней фотографии, сделанные самим фотографом, потому что на тот момент уже было очень много книжек с его работами, и не имело смысла делать еще одну такую же. И издатель Леонид Гусев и специалист по фотографии Аня Шпакова придумали, что можно помещать в эту книжку объекты, какие-то артефакты, связанные с фотографом, и портреты, которые были сделаны его друзьями. И мы сразу решили, что мы будем печатать эту книжку в одну краску и на офсетной бумаге. И я предложила довольно свободный черно-белый макет. И оказалось, что степень выбора материалов и того, как их можно репрезентировать, оказалась настолько широкой, что фактически Аня просто перечислила набор объектов, которые можно взять. Это какие-то снимки, контактные отпечатки, переписка, аппаратура. И предлагалось вместе решить, что мы можем взять, что хорошо ляжет в макет, и каким образом нужно снять эти материалы. Или, например, нужно ли нам расшифровывать переписку, или достаточно грубых сканов этой переписки для того, чтобы сохранить некую ее интимность. И я должна сказать, что в работе с Аней всегда было очень много возможностей формировать контент, потому что мы сделали с ней несколько книжек, и я думаю, что это самый продуктивный путь для дизайна и вообще самый лучший способ работы совместной над каким-то проектом. Стоит ли пугаться, если автор уже придумал книжку за вас? Я думаю, что это
ситуация гораздо больший повод для беспокойства, потому что если автор уже придумал все за вас, и у него есть макет в его голове, ему нужны просто руки, чтобы этот макет сверстать, то, возможно, в этой ситуации разумнее просто предложить ему какого-то хорошего верстальщика. Но в моем опыте даже очень оконченные идеи, они в процессе работы настолько сильно изменяются, потому что, опять же, заказчик не знает всех тонкостей книжного макетирования, и всегда можно предложить какое-то лучшее решение. Но чаще всего ко мне, конечно, попадают довольно хаотичные материалы, картинки и тексты. И, например, для книжки «Карта памяти» Сергея Максимишина для издательства «Тримедиа» как раз так и случилось. Были даны тексты и 100 картинок, которые он сам отобрал. И у него уже была идея этого издания. Он хотел разделить эти тексты по темам о фотографии и о жизни. И как-то все это перемешать с картинками. И, конечно, мне было, безусловно, важно получить от него эту информацию, но я думаю, что все-таки на этой стадии работы стоит говорить скорее об идее издания. А идея была такая, что это должна быть книжка, которую можно открыть с любой страницы и начать читать или смотреть картинки. И задачей было просто перемешать все эти материалы, которые были очень разные и пестрые. И в процессе работы стало понятно, что среди текстов настолько мало текстов про фотографию, что выделять их в какую-то отдельную категорию смысла просто нет. Зато прояснилась иная логика этих текстов. Среди них оказались более длинные истории, завершенные с иллюстрациями, очень коротенькие истории. И к этому моменту у нас уже сформировалось 3 типа материалов. Эти длинные истории, короткие истории и, собственно, 100 фотографий. И теперь задачей было придумать, как же их между собой скомпилировать. И, собственно, на основе этой структуры мы сделали макет, то есть вот этот бесконечный поток коротких историй, он прерывался длинными историями, которые были сверстаны отдельными блоками. И в этот поток вклинивались вот эти 100 фотографий, которые отобрал Сергей, и они были повернуты на 90 градусов, чтобы подчеркнуть, что они на самом деле напрямую с текстом никак не связаны. И кроме того, там еще были разворотные фотографии, 10 штук, которые тоже отобрал Сергей, которые, видимо, для него были важнее, чем другие. И это как раз пример того, как материалы и их структура естественным образом развились в макет. То есть не было никакого насилия. И мне нравится, как получилась в итоге книжка, потому что последовательность текстов и фотографий намеренно составлялись отдельно, поэтому теперь, когда они встречаются в этой книжке, они сталкиваются и образуют какие-то совершенно новые, незапланированные нами смыслы. Что такое макет? Макет — это то, что делает из хаоса структуру. Это сетка, набор правил, которые вы придумываете себе сами. То есть, по сути, это ограничение и самодисциплина. Вы можете, например, взять один кегль и решить, что картинки будут стоять только на четной полосе, и это уже будет макет. Естественно, он должен появляться не на пустом месте, но на самом деле я могу довольно ясно себе представить ситуацию, когда вы сначала придумываете макет, и только потом решаете, какую книжку вы будете в него заверстывать. И это может быть очень эффективной методологией от сопротивления материала, и может получиться здорово и хорошо. Как я уже говорила, материалы всегда подсказывают макет, поэтому первое, что стоит сделать, это просто отдельно где-то для себя выписать структуру этих материалов и основные структурные элементы верстки. И уже на основе этого скелета я делаю макет, принципиальный макет. Это несколько разворотов, 3, 5, 7, в которых видны все элементы верстки, и из них понятно, как дальше в целом будет развиваться вся книжка. С чего начать макетирование? Как правило, я начинаю макетирование с выбора формата, но на самом деле можно отталкиваться от чего угодно, от выбора шрифта или даже способа печати.
И первое, о чем стоит задуматься, в чем особенность книжки, которую вы делаете. Может быть, у нее какая-то странная структура или особенные картинки, или, может быть, вы сразу представляете, как вы будете ее печатать. Так, например, в книжке, про которую я уже упоминала, про фотографа Стэнли Грина, мы сразу понимали, что мы хотим ее печатать на офсете, в одну краску, и поэтому я предложила довольно грубый макет, в котором были большие поля, крупный контрастный набор, в нем было заложено какое-то пространство для непропечатки намеренного некоторых элементов. В нем не было тонких деталей, которые требовали особого внимания к качеству печати. И в нем была заложена такая обработка фотографий, которая тоже не требовала сверхкачественной печати. Как вообще выбрать формат? Мне кажется, довольно наглядный пример на эту тему — книжка по истории России через лаковую миниатюру, которую я делала для издательства «Кучково поле», и которая тоже, к сожалению, не была утверждена музеем, который выступал заказчиком. В ней были, собственно, фотографии шкатулок и какой-то сопроводительный текст. И уже в самом начале мне показалось интересным, что вообще форма книжки, вот этот блок в переплете, он уже как-то совпадает даже с формы самой шкатулки. Поэтому здесь было важно для меня не уйти в имитацию этой шкатулки. И я решила, что достаточно, например, взять вытянутый формат, сделать переплет черным и, может быть, взять красные форзацы. И таким образом это был первый шаг к выбору формату. Должно быть что-то вытянутое. Дальше я перебрала пропорции этих шкатулок. Мне показалось важным воспроизвести их в едином масштабе, чтобы можно было сравнить их относительно друг друга по размеру. И я выбрала самую маленькую шкатулку, посмотрела, какого она должна быть размера, чтобы рисунок был хорошо различим, посмотрела, какого тогда относительно нее масштаба должна быть самая большая шкатулка, и так стали понятны какие-то границы этого формата, то есть не меньше, чем такой, и не больше, чем такой. Дальше я решила, что это будет удобно каким-то наглядным образом показать физические размеры этих объектов. Я решила давать вокруг каждого объекта рамку с его реальными размерами. И для этого мне опять понадобилось понять, какого же размера самая большая шкатулка. То есть эта рамка должна была помещаться на разворот. И таким образом окончательно стало ясно, что вот формат должен быть точно не меньше, чем такой. И к тому же я подумала, что в основном пропорции этих шкатулок, они вытянуты, поэтому логично их ставить в вытянутый формат, поворачивая на 90 градусов, и это будет еще раз дополнительно приглашать повернуть книжку горизонтально и обращаться с ней в какой-то мере как с шкатулкой. Затем я выбрала самый сложный структурный кусок из текста и заверстала его, потому что именно в процессе верстки вы понимаете, уточняете детали. Допустим, когда текст стоит рядом с картинками, сколько ему нужно места, какой должен быть набор, чтобы этот текст влез, и чтобы он шел параллельно картинкам, как должны располагаться подписи, хватит ли им места. И уже к этому моменту у вас готов и формат, и почти завершена сетка и макет. И в идеале, конечно, стоит посмотреть, как этот формат ложится на формат печатного листа бумаги, на которой вы будете печатать, потому что может произойти так, что, например, слишком много отходов получается, и тогда можно формат немножечко подрезать, это сделает печать значительно экономичнее. Зачем считать толщину блока и ширину корешка? К моменту, когда у вас уже сформировался более-менее макет, вы понимаете, у вас готова полоса набора, и вы можете просто посмотреть, сколько знаков в ней умещается. Это называется емкость полосы. Дальше вы смотрите, сколько знаков вообще во всем тексте на верстку, делите одно на другое, и таким образом получаете количество полос. И если вы уже понимаете, на какой бумаге вы хотите это печатать, вы можете просто взять из своей библиотеки книжку с похожей бумагой и просто замерить, сколько сантиметров будет примерно корешок
если там будет, допустим, 300 полос. Дальше, обычно сделав эти расчеты, я вырезаю блок из стопки ненужных журналов. Дело в том, что физические размеры, восприятие этих размеров радикально отличается от восприятия размеров на экране, потому что появляется третья величина — это толщина. И когда вы делаете такой прототип, вы можете понять, например, удобно ли держать книжку в руках, или насколько гибкий и объемный получается блок. И вы можете уже из этого дальше думать, какой подойдет сюда переплет или, не знаю, материалы. И вообще хорошо какое-то время посуществовать с этим прототипом, чтобы понять, действительно ли это то, что вы хотели видеть. И следующим шагом, когда уже готов и принципиальный макет окончательно, есть смысл его тоже распечатать и склеить в такую болванку, потому что книжка все-таки это вещь пространственная, разворот — это пространство, а не плоскость, потому что у него есть сгиб, у него гнутся страницы. И такой макет помогает высветить все недостатки, и у вас есть возможность на этом этапе что-то исправить. И вообще довольно часто, когда вы делаете такой прототип, иногда хочется подрезать что-то с одной стороны или, наоборот, добавить где-то пару миллиметров. И тогда нужно, конечно же, это сделать, и для этого это делается, чтобы на этом этапе, а не уже потом, когда у вас готов макет, можно было это исправить. А сложнее ли делать текстовые книжки? На первый взгляд может показаться, что сложнее, потому что сделать композицию из картинки и текста кажется как будто бы проще. Но на самом деле текст — это даже картинка, а точнее пятно. И у него бывает разная плотность, может быть совсем черное пятно или совсем светлое. И в этом плане картинка ничем не отличается от текста. И, по сути, полоса набора — это просто композиции из пятен разной плотности, размера, цвета и формы. И иногда сбивает то, что у текста есть смысл, а картинки несут в себе какой-то образ, но тогда достаточно просто прищуриться, и тогда разворот расплывается абстрактными фигурами, и здесь задача уже понять, как эти пятна работают относительно друг друга, как их столкнуть, как сделать между ними напряжение или разрядить это напряжение, как утопить это пятно в лист или, наоборот, вытолкнуть его из листа. И об этом очень много писал, на самом деле, Фаворский. Если кому-то интересно про это, про композицию и про белое пространство листа узнать, то я рекомендую почитать его. Важен ли шрифт и нужно ли его изучать? Конечно, в книжках, особенно в текстовых, шрифт — это очень важный инструмент. И буква — это самая маленькая часть пятна, из которой складывается характер всего набора. Конечно, у каждого шрифта есть свой рисунок, который характеризуется наличием или отсутствием засечек, динамичностью знаков, контрастностью знаков. И более того, у каждого шрифта есть своя история, они сделаны каждый в свой момент и для своих целей. И я, конечно, не говорю о том, что каждый дизайнер должен быть шрифтовиком, но эти знания совершенно точно помогут вам сориентироваться среди большого количества гарнитур и понять, какая именно нужна вам для ваших целей и как эти гарнитуры могут работать друг с другом. Совсем недавно я закончила работу над каталогом Саши Паперна для выставки «Любовь к себе среди руин». Саша, конечно, очень внимательно отнеслась к оформлению каталога и к выбору шрифта. И для экспозиции в музее Щусева мы взяли гарнитуру Лазурского. Это шрифты, сделанные на основе рисунков итальянских шрифтов эпохи Ренессанса. Но для нас был гораздо более важен тот аспект, что это был очень популярный в советских типографиях шрифт, и им массово набирались книги по искусству. А поскольку выставка во многом рассказывала о руинах культуры, то выбор этот прекрасно работал с темой выставки. Когда мы начали делать каталог, мы поняли, что Лазурский слишком нарядный и манерный для набора, и мы оставили его только в акциденции, а для набора решили взять другую гарнитуру, литературную, которая тоже была
горячо любима советскими типографиями, и ею в основном набирались советские учебники. И она очень органично продолжила эту тему про руины культуры. Как выбрать шрифт? Конечно, универсального ответа на этот вопрос нет. Есть какие-то классические рекомендации. Одна из них руководствоваться эпохой, то есть набирать тексты шрифтами по стилистике или по времени создания, близкими к моменту написания текста. То есть Диккенса Баскервилем, Пушкина Елизаветинской, Маяковского авангард-готиком. Другой совет — брать пару шрифтов, которые состоят из гротеска, это шрифт без засечек, и антиквы, это шрифт с засечками. И у меня даже есть такая любимая пара, это гротеск на основе гельветики и антиквы XVIII века. Это шрифты абсолютно из разных миров, но они великолепно, на мой взгляд, работают вместе. И это, конечно, очень понятные и рабочие советы, но я думаю, что они вас могут уберечь от какого-то полного провала, но в то же время и открытие они вам сделать, я думаю, не позволят, потому что работать на контрасте гарнитур — это очень надежное решение, но ведь можно работать и на слабом контрасте. И так сейчас я делаю книжку для Адмаргенима, которую набираю двумя очень похожими по рисунку гарнитурами «Времена» и «Таймс». И как раз вот эта слабая различимость их контраста, она создает ту несколько шизоидную вибрацию в наборе, которая отлично ложится на сам текст, очень неровный, нервный и рваный. То есть я думаю, что выбор шрифта должен резонировать с, собственно, потоком текста. И очень важно помнить, что шрифт всегда проверяется в наборе, потому что в крупных кеглях он может выглядеть просто великолепно, но когда вы им наберете текст, это будет полный провал. И сейчас производители очень часто предлагают тестовые версии своих гарнитур, которыми можно что-то набрать и попробовать, утвердить заказчикам, понять, что это действительно то, что вам нужно, и только после этого покупать лицензию на этот шрифт. Сколько шрифтов можно использовать? Когда я училась в университете, было негласное правило о том, что не стоит брать больше 2 гарнитур. В целом я большой поклонник минимализма и аскетичности средств дизайна, и я думаю, что хватит и одной гарнитуры. И это очень концентрирует вас и делает крайне изобретательным в ваших типографических средствах. Но я думаю, что это все-таки история не про дизайн, а про страх, потому что, конечно, запутаться в 2 гарнитурах и сделать кашу будет сложнее. Но кто сказал, что каша — это плохо? Поэтому, если вы чувствуете в себе силы и вы чувствуете, что материал требует 1, 10 и 20 гарнитур, то, пожалуйста, почему нет? Потому что иногда, кроме черного и белого цвета, целесообразно использовать и все остальные цвета. И у меня был очень смешной преподаватель в летней школе в Зальцбурге. Его курс не имел никакого прямого отношения к дизайну, но он поделился с нами своим правилом, которое, мне кажется, можно вообще применить к любой сфере деятельности. На русский язык это правило примерно переводится как «сумасшедшая, острейшая необходимость». И он говорил о том, что если вы хотите добавить что-то в свою работу, сначала подумайте, можно ли охарактеризовать эту идею 2 словами из этой фразы. То есть острейшая необходимость, сумасшедшая необходимость, сумасшедшая и просто острейшая идея. И если нет, то от нее лучше отказаться. Плохо ли то, что кириллических шрифтов мало? Их действительно очень ограниченное количество. И с одной стороны, это даже хорошо, потому что вы настолько хорошо с ними знакомы, вы 100 раз набирали ими уже тысячи текстов, вы знаете про их недостатки и преимущества, хорошо в них ориентируетесь и просто виртуозно можете ими манипулировать. Но, конечно, современных шрифтов, которые экспериментируют с формой, очень не хватает. И даже когда они появляются, они сейчас все-таки появляются, их так быстро расхватывают, и они становятся повсеместными, что даже иногда теряют на какое-то время свой характер. Но, к счастью, шрифтовых дизайнеров становится все больше, и, значит, шрифтов тоже становится все больше, и это очень радует. Как придумать конструкцию? Как я уже говорила,
материалы и их структура подсказывают эту конструкцию, и здесь важно не перемудрить, потому что какая-то сложная и неоправданная конструкция будет выглядеть абсолютно нелепо. И здесь имеет смысл просто разложить перед собой все материалы и посмотреть, требуют ли они какого-то усложнения конструкции для разделения их, потому что конструкция, мне кажется, все-таки в первую очередь про разделение материалов. И под конструкцией я понимаю не только форму книги, гармошка или японская фальцовка. И здесь стоит подумать о других средствах усложнения этой конструкции, например, о разносортности бумаг и их чередовании, о том, как можно по-особенному сложить печатный лист. И, конечно, по этой теме я крайне рекомендую изучить работы Евгения Корнеева, который, как мне кажется, скомпилировал просто все мировые знания о конструкции книги и сам сделал очень много открытий. И у него даже есть с его студентами страничка в Фейсбуке, которая называется «Прототека», где они продолжают исследовать и придумывать новые книжные формы. Самая сложная конструкция, которую я делала, была для РИА Новостей. Это была книжка с лучшими работами отдела инфографики. Материалов было очень много, и мы сразу попытались их как-то сгруппировать, для того, чтобы они не слиплись в единый пестрый поток. И мы выделили их в 4 группы и присвоили каждой группе цвет. Флюрный пантон, он возник совершенно не случайно. Дело в том, что инфографика уже задействовала все возможные цвета, и мы поняли, что единственным контрастом может стать только флюрный пантон. Но стало понятно, что такого разделения недостаточно, и нужно как-то разбить еще эти работы, поэтому мы решили делать фотографии с инфографикой в интерьерах, потому что ребята часто вешали свои работы куда-то на стенку, например. И еще досняли портреты ребят с их же работами. Это позволило немного оживить книгу, но на этот момент материалов стало слишком много, и они отчасти начали повторять друг друга, потому что там была инфографика в интерьерах, люди с инфографикой. И кроме того, мы поняли, что на фотографиях очень сложно рассмотреть саму инфографику, и поэтому нужно ставить прямо макеты в книжку. И в этот момент стало понятно, что нам нужна какая-то конструкция, которая все это разделит. И я придумала, что можно взять японскую фальцовку с перфорацией и ставить макеты внутрь, то есть прятать их. И тогда они были доступны только после того, как ты разорвешь перфорацию. А все остальное пустить снаружи, эти фотографии, и так материалы не будут повторяться. И это еще один случай, когда материалы, естественно, перетекли в конструкцию. Я также думаю, что очень важно хотя бы немного понимать в технологии печатных процессов, в том, как складывается печатный лист, какие есть вариации, как шьется блок, какой может быть корешок, потому что с этими знаниями вариативность конструкции стремится к бесконечности. И вы можете просто взять лист А4 и начать его как-то безумно складывать и обрезать с 3 сторон, как это делается в типографии, и смотреть, что получается. И это вам поможет в вашей работе. Потому что вы, конечно, можете придумать какую угодно лихую конструкцию без этих знаний, но может вполне оказаться, что воспроизвести ее технологично совершенно невозможно. Еще хорошо держать в голове, что каждая конструкция, каждое усложнение конструкции увеличивает стоимость производства книжки. И обязательно найдется типография, которая возьмется сделать вашу сложную конструкцию, но, скорее всего, они попросят вас подписать бумажку, в которой говорится о том, что существуют риски, что ничего не получится. Как выбрать печатные материалы? Конечно, даже самый прекрасный макет можно испортить неподходящими печатными материалами. И так у меня, к сожалению, получилось с одной из книжек для РИА Новостей, когда ужасная бумага и чудовищный материал для форзацев убили просто все хорошее, что было в этой книжке. И, конечно же, выбор этих материалов должен идти в сильные сцепки с развитием концепции, макетированием и выбором конструкции. Я думаю, что не бывает плохих и хороших материалов, бывают подходящие и неподходящие. Потому что для одного издания действительно требуется качественная бумага и качественная печать, а для другого это совершенно излишне, и все книжки разные. И, конечно, у книжки есть 2 главных элемента — это блок и переплет. И, конечно, проще начать с блока, определиться,
какой бумаге вы будете его печатать, каким способом печати, как вы его будете сшивать, нужен ли вам какой-то особенный тип корешка или обреза, может быть, вы будете красить обрез. И после этого уже можно переходить к внешнему оформлению, решить, будете ли вы делать переплет или обложку, какие материалы нужно взять для переплета, то есть чем будет покрываться картон, из которого состоит переплет, какой способ печати и нужны ли вам какие-то дополнительные операции вроде тиснения или лакирования, например. Какие бывают способы печати? Их бывает, конечно, очень много. Это офсет, глубокая, высокая, шелкография, цифровая. И здесь тоже хорошо бы понимать хотя бы основные принципы технологии этих способов печати, потому что без этих знаний вам будет довольно сложно понять нюансы, которых много. Например, совсем не очевидно, что выбор способа печати напрямую зависит от размера тиража, потому что от 500 экземпляров печатают офсетом, и это рентабельно, а меньше 500 более дешевой цифровой печатью. Не очевидно, что, например, при шелкографии сложно воспроизвести очень тонкие детали. Не очевидно, что помимо офсета существует УФ-печать, которая делается специальными красками. Они не впитываются в бумагу за счет способа высыхания и поэтому сохраняют яркость цветопередачи. Я думаю, что здесь очень важно отметить, что выбор печати может тоже стать художественным решением, а не быть продиктованным только технологическими параметрами. То есть вы можете вполне печатать каталог на копеечном ризографе, но на очень дорогой и качественной бумаге. Поэтому стоит определиться с материалами для печати уже на каком-то более-менее начальном этапе. Это действительно помогает. Какая бывает бумага? Конечно, бумага — это такой же инструмент для дизайнера, как, например, шрифт. Конечно, основные свойства бумаги заключаются в ее тактильных качествах. Это ее покрытие, гибкость, пухлость, граммаж. И стоит из азов, наверное, упомянуть о том, что существует два типа бумаги. Это как минимум два типа бумаги. Это меловка без покрытия. За счет этого покрытия она позволяет соблюсти точную цветопередачу, потому что краска не впитывается. И офсетная бумага. Бумага без покрытия, она уже впитывает в себя краску, поэтому цвет может подсесть. И производителей бумаг очень много. У них у всех есть каталоги, поэтому стоит заказывать эти каталоги у представителей и изучать образцы. Еще помогает заглядывать в выходные данные любимых вами книжек и смотреть, на какой бумаге они напечатаны, и сравнивать качество печати на разных сортах бумаг. Мне кажется, здесь будет уместная история о том, как выбиралась бумага для книжки, которую я уже упоминала, «Карта памяти» Сергея Максимишина. Изначально мы планировали ее как текстовое издание и хотели печатать на офсете, то есть качество фотографий для нас было неважным. В работе стало понятно, что фотографий ровно столько же, сколько и текстов, поэтому игнорировать качество их печати как-то странно. И на меловке мы тоже не хотели печатать, потому что это сделало бы издание таким официальным альбомом. И мы нашли несколько компромиссный вариант в библиотеке Arctic Paper, мелованную бумагу со свойствами офсета. Но, если честно, я должна сказать, что я по-прежнему думаю, что если бы мы напечатали ее на офсетке, это было бы гораздо более точнее, потому что макет изначально делался именно для офсетки. И что общий вид издания, как мне кажется, важнее несовершенства пропечатки фотографий. Но, думаю, не стоит даже говорить о том, что автор этих фотографий придерживается абсолютно противоположного мнения. Другая история была с книжкой Саши Паперно. Мы сразу решили, что мы будем печатать на офсете, и поэтому, поскольку Сашины работы, они очень тонкие в цвете, нам никак нельзя было допустить искажений, и мы сразу решили, что нам нужна УФ-печать, и стали искать типографию с УФ-печатью и просчитывать разные варианты.
К счастью, у нас не было спешки, поэтому мы могли сравнивать цены, и это не был горячий период, поэтому цены были несколько ниже. Поэтому я еще раз повторяю о том, что очень хорошо определяться с печатными материалами. Чем раньше, тем лучше. Бумагу мы тоже выбрали довольно быстро из той же библиотеки Arctic Paper. Но когда пришли в типографию, то увидели другую книжку на какой-то божественной бумаге и немедленно захотели такую же бумагу себе. Оказалось, что она из той же библиотеки Arctic Paper, но из другой серии, и, к счастью, она была в нужном объеме на складе, поэтому мы просто изменили спецификацию и получили великолепно отпечатанный тираж. Я могу так суммировать свои рекомендации. Выбирайте печатные материалы как можно раньше. И обращайте также внимание на типографии, которые находятся в ближнем зарубежье, потому что чаще цены в них гораздо ниже из-за стоимости бумаги, поскольку когда бумага ввозится в Россию и растамаживается, цены на нее взлетают. Обязательно делайте цветопробы и делайте их на бумаге и на машине, на которой вы будете печатать это издание. Обязательно спрашивайте у типографии техническое задание и придерживайтесь его, но пробуйте всегда сразу несколько установок, потому что, как показал мой опыт, установки типографии не всегда самые оптимальные. Очень важно удостовериться, что бумага, которую вы выбрали, конечно же, есть в нужном объеме или можете приехать в срок к моменту печати. И когда вы рассчитываете срок сдачи макета, убедитесь, что он не попадает в горячую пору, например, перед Новым годом, потому что в это время цены взлетают. И вообще неплохо иметь дома каталог с образцами бумаг. Очень качественные бумаги, конечно, у Arctic Paper, но они довольно дорогие. Есть аналоги русских бумаг, которые, к сожалению, часто уступают в качестве. Есть еще более дешевые китайские бумаги. У меня был с ними довольно положительный опыт, но недавно, например, директор типографии мне рассказал о том, что в них стало столько химических добавок, что нельзя даже предсказать, в какую реакцию они вступят с красками, и на ее глазах один из тиражей просто поменял цвет. Так что всегда делайте цветопробу. Должна ли быть книжка удобной? Для меня критерий удобства и читабельности, честно говоря, настолько устаревший критерий, как приятность и привлекательность в искусстве. На мой взгляд, основная задача оформления издания состоит не в том, чтобы быть приятным и удобным, а в том, чтобы резонировать с назначением и с содержанием и провоцировать на мысль. Потому что вообще-то опыт чтения, он далеко не всегда приятный, и он может быть совершенно тревожный, и иногда дизайн может намеренно отсылать к этому дискомфорту. Хотя, конечно, большинство книг, безусловно, предназначены для чтения, и до определенной степени эта возможность чтения, конечно же, должна оставаться. Я скорее говорю о том, что читабельность для меня стала несколько вторичным критерием, и я уверена в том, что, например, словарь, текст про Холокост и дневник кинорежиссера — это абсолютно разные тексты, и они должны оформляться по-разному. И, например, сейчас я как раз сделала дневник Джармана для Адмаргенема, и я не могу сказать, что макет получился удобным, но и текст Джармана абсолютно рваный, нервный, и мне хотелось поддержать этот ритм. Поэтому все тексты разные, и совершенно нормально, что макет, который я сделала для Джармана, конечно же, не подойдет тексту про геноцид. Как быть дизайнеру со своими амбициями? Один очень уважаемый мною человек посетовал, что ему кажется, я сделала для него книжку не такую, которая была бы удобна и понятна его аудитории, а какой-то объект современного искусства, и что он чувствует себя частью моих экспериментов и амбиций. Сказать, что я растерялась, это ничего не сказать, потому что вообще-то все озвученное было абсолютно правдой, и я действительно делаю объекты, а не книжки. Я
действительно много экспериментирую. Это очень приятная часть моей работы. И действительно у меня есть амбиции, потому что я же дизайнер этой книжки, я хочу сделать ее хорошо. И в тот момент я ответила что-то совершенно невнятное, но позже я нашла ответ для себя в лекции Ирмы Бом, книжного дизайнера. Она делала книгу для пионера голландского дизайна Отто Троймана. И когда она показала ему свою работу, он сказал ей о том, что боится, что если она продолжит делать эту книжку, это будет ее книжка, а не его книжка. На что она парировала, что да, это так, в этом нет никакой ошибки. Я дизайнер этой книжки, и это будет моя книжка, но она будет с вашими работами, и я хочу ваши работы показать настолько хорошо, насколько это возможно. И мне кажется, другого ответа здесь быть не может. Когда я работала с Сашей Поперно, я прочитала в одном из ее интервью о том, что она считает каталог своей выставки таким же произведением. И я думаю, что это действительно так, потому что книжка — это действительно произведение, ну, хотя бы произведение печатного искусства. И, кстати сказать, книжка, о которой я только что рассказала, она была напечатана с минимальными изменениями, и автор остался в результате очень доволен. Что делать, если в макет предлагают внести правки, с которыми вы не согласны? Я думаю, что, конечно же, стоит внимательно выслушать заказчика и не реагировать резко, а иногда очень хочется так сделать. Дело в том, что часто заказчик не может ясно сформулировать, что ему не нравится. И он может говорить о том, что ему кажется слишком мелким шрифт на обложке, к примеру, но в процессе разговора выяснится, что ему кажется этот шрифт нечитаемым на темном фоне. И если фон для вас менее принципиален, то вы можете найти выход из этой ситуации. Но если заказчик все-таки настаивает на внесении правок, и вы по-прежнему с ними не согласны, и на словах вам не удалось объяснить, что это на пользу макету не пойдет, сделайте, внесите эти правки и покажите наглядно, что не так. Потому что, опять же, заказчик, ему сложно представить, как это будет в реальности, а вы, конечно же, можете сразу увидеть картинку конечного результата в голове. Как правило, на этом этапе все разногласия заканчиваются, но если нет, и по-прежнему заказчик настаивает на своих правках, то я думаю, что нужно стоять на своем и в крайнем случае даже покидать проект. Но иногда правки, которые вам предлагают и которые кажутся вам абсурдными и страшно вас бесят первые несколько минут, могут оказаться большой удачей для вас. Всегда пытайтесь предложенные правки обратить в свою пользу. У меня так получилось, например, с книжкой Мемота для издательства Адмаргинем. Когда я уже сдала макет, издательство сообщило о том, что они хотят покрыть обложку глянцевым лаком, и они были настолько уверены в своем решении, что мне ничего не оставалось, кроме как согласиться. И в тот момент я подумала, глянцевый лак — это такая дичь, что может даже сработать. И действительно сработало, я очень довольна тем, что получилось. Я совершенно не призываю к компромиссам, я точно к ним не призываю, потому что компромисс в дизайне, на мой взгляд, это то, что приведет к очень вялому макету. Но и если вы честно обдумали то, что вам предлагают, и не получилось сделать из этого какой-то невероятный ход, неожиданный даже для вас самих, то, конечно же, стойте на своем. Можно ли красть чужие идеи? Конечно же, можно. Я считаю, что в современном мире уже нет такого понятия, как воровство идей, если мы, конечно, говорим не о простом копипасте, а о том, чтобы взять некий прием и приложить его к своему проекту, потому что в этом случае у вас ни в коем случае не получится то же самое. И идея — это всего лишь инструменты, и вы можете вполне увидеть что-то и подумать, да, это то, что мне нужно в моем проекте. И уверяю вас, что в логике вашего макета, в ваших пластических решениях этот подсмотренный прием, он раскроется совершенно по-новому. Когда я делала обложку книжки Fine Cuts для Адмаргенима, в момент сдачи макета я наткнулась на каталог инновационных технологий в искусстве, которые делали ребята из Ashprint. И чуть позже мой друг прислал мне эскиз своей обложки для книги для музея ГУЛАГ.
И было очень смешно, что композиции были похожи. Это были черные переплеты с вертикальными белыми полосками, которые каким-то образом пересекали текст. Но в тот же момент у каждого были свои причины сделать обложку именно такой. Так, например, для меня было важно, что эта обложка может гнуться по этим линиям. Полагаю, для моего друга было важно использовать эти полоски как метафору решеток, наверное. Поэтому нет ничего страшного, если есть похожие картинки. Такая же была история с обложкой книжки для Адмаргенима. В момент, когда мы отправили обложку на утверждение к гаражу, они сказали о том, что только что выпустили очень похожую книжку, которая называлась «Звучащая художественная речь», и попросили нас изменить нашу обложку. Но дело в том, что для этой книжки я придумала идею, чтобы текст начинался прямо с обложки. То есть фактически этой обложки не было, и в данном случае это был единственный возможный вариант обложки, потому что он полностью повторял верстку, и издательство все-таки встало на мою сторону, и мы отстояли эту обложку. Поэтому я, опять же, повторяю, неважно, если что-то выглядит похоже, важно, чтобы это было сделано осмысленно и было обосновано. Существуют ли какие-то незыблемые правила в дизайне? Мне кажется, что никаких правил нет, и всегда есть место бунту, ошибке и эксперименту. И сетка, вот этот свод правил, которые вы себе придумываете, ее можно нарушать. Потому что раньше мне казалось, что макет — это что-то такое железобетонное, но только теперь я понимаю, как можно лихо, ловко и с большим удовольствием рушить свои собственные правила, конечно, если это обосновано. И если я делаю какой-то сбой в макете в одном месте, то я стараюсь сделать его где-то еще, чтобы это не выглядело просто случайной ошибкой. И вообще мне кажется, что без каких-то помарок небольших ни одна книжка не становится полноценной, остается, может быть, бездушной, может быть, можно так сказать. Поэтому я всегда очень радуюсь, когда нахожу какие-то небольшие ошибки в своих и в чужих изданиях. Мне кажется, это очень человечно, чего все-таки делать не стоит. У меня лично есть два врага в дизайне. Это имитация и коллаж. Но даже с ними, я думаю, если их взять как осмысленный прием, можно сделать что-то очень хорошее. Но скорее это относится к коллажу все-таки. Что касается имитации, бывает соблазнительно к ней приблизиться. И я понимаю, почему так происходит. Всегда хочется, чтобы вашу шутку поняли. И для этого вы рассказываете ее ясно, объясняете, где смешно, и повторяете несколько раз. То есть по такой логике, если вы делаете книжку про котов, то это должна быть книжка в форме кота и мяукать. То есть все, на мой взгляд, почему из книжки получается подделка, из-за страха быть непонятым. Но, во-первых, ничего страшного, если кто-то вас не поймет. Во-вторых, люди гораздо лучше понимают намеки, чем нам порой кажется. И в-третьих, самое важное, если вас даже кто-то и поймет, то он поймет это совершенно по-своему, и это прекрасно. И каждая работа должна быть открыта к интерпретации, иначе это просто какая-то скука. Так, когда вышла книжка Мемета, ее довольно сильно ругали, но я не встретила какого-то единого мнения, почему же она так плоха. Ее ругали за маленькие поля, за ужасный набор, за обложку, за все что угодно. Но каждый ругал ее по-своему. Это удивительно, что она всем не нравилась по-разному. Как бы там ни было, я думаю, чтобы не скатиться в имитацию, важно рассказывать свою идею средствами типографики, вашими профессиональными средствами, а не превращать это просто в литературный рассказ. И я думаю, что действительно, чем меньше этих средств, тем лучше. Чем можно вдохновляться? Мне кажется, имеет смысл вдохновляться нашей визуальной средой. Она в России абсолютно дикая, и за это она мне очень нравится, потому что когда ты выходишь в спальном районе на улицу, и перед тобой вырастает ломбард «Победа» готическим шрифтом, и рядом суши, домик в деревне с клипартом из PowerPoint, это просто потрясающе. Главное не принимать это буквально и не переносить это напрямую в свою работу, но потенциал у этого визуального языка, мне кажется, огромный, огромное поле для экспериментов. И это настоящий народный дизайн, и он абсолютно уникален и аутентичен,
и он не повторяет европейский дизайн. И, конечно же, важно смотреть, что происходит в мире, анализировать, но я думаю, что еще важнее находиться в диалоге с локальным контекстом и переосмысливать то, что есть здесь, изобретать новые формы. И у меня есть ощущение, что только из этого ссора и мусора можно сделать какое-то действительно большое открытие. Плох ли русский дизайн? По моим ощущениям, русский дизайн совершенно лютый и отбитый, и это просто замечательно. Я сейчас говорю даже не о народном дизайне, который, конечно, поражает мое воображение, а о обычном дизайне. И он довольно часто продиктован экономическими факторами, потому что случается, что тебе говорят, что нам нужен каталог из 100 полос, тираж 100 штук, бюджет 3000. И ты понимаешь, что, конечно же, речь здесь не идет о покупке шрифтов, какой-то бумаги, хорошей печати. Ты просто берешь Times, заливаешь его в макет, который ты сделал за 5 минут, и идешь его распечатывать на лазерном принтере на А4 к маме на работу. И получается очень круто. Я думаю, что в русском дизайне очень много самоиронии, и у нас так мало средств, но мы понимаем, что мы можем использовать их максимально глупо и смешно. И есть другая крайность — это золотом по золоту, но это тоже очень весело, интересно, я все это очень люблю. И я думаю, что нет смысла стесняться и бояться чего-то в дизайне, и чем хуже, тем лучше. Так однажды мой друг Егор Ларичев, который курировал выставку на Красноярской ярмарке книжного искусства, предложил мне сделать газету про голландских урбанистов. И мы собирались печатать эту газету в Красноярске, и неожиданно стало ясно, что печать понтонами там как-то удивительно дешева. Поэтому Егор предложил напечатать эту газету в 16 понтонов, а у газеты всего было 16 полос. И сначала я была против этой идеи, потому что, ну как же, аскетичность средств, это чрезмерно, зачем это нужно, это неоправданно. Но потом поняла, что, конечно же, нужно соглашаться, потому что когда еще будет такая возможность? И я старалась подбирать максимально несочетаемые цвета, закладывала какие-то хитрые печатные ходы в эту газету, которые мне очень помогают в моей дальнейшей работе. Поэтому, если у вас есть возможность, делайте. Делайте, если можете. Как относиться к критике? Если вас критикуют, но вы при этом абсолютно уверены в том, что вы сделали, вы понимаете, почему это выглядит так, а не иначе, я думаю, что это скорее хороший знак в таком случае. Возможно, вы сделали что-то странное и непонятное, но хочется привести слова Гертруды Стайн о том, что стоит делать только невозможное. Ее упоминает в своем интервью Саша Поперна, в котором она рассказывает о том, что оригинальность — это всегда радикальный жест, он всегда некомфортен, всегда против шерсти, и продолжает мыслью о том, что оригинальность мысли, по сути, это насилие, которое формирует культуру. И я с этим согласна, поэтому не стоит делать книжку с мыслью о том, чтобы она кому-то понравилась, но стоит делать книжку с мыслью о том, о чем она и для чего она нужна. Разумеется, эксперименты могут быть более удачные и менее удачные, и вас могут ругать за дело, но важно понимать, что в книжном дизайне, как и в любом другом дизайне и любом другом деле, есть место ошибки. И ошибка говорит о том, что происходит какое-то развитие, поэтому если вас ругают, важно, что вы понимаете, что вы идете вперед, и это самое главное для вас. Конечно, все, что я сейчас сказала, это про идеальную ситуацию, и в жизни все пойдет наперекосяк. Но я действительно пытаюсь придерживаться того, о чем я сейчас рассказала, и иногда у меня действительно получается это неплохо. Есть ли у меня какие-то ориентиры в книжном дизайне в прошлом, на которые я постоянно оглядываюсь? Наверное, такие ориентиры есть, но они не являются путеводными в том, что я делаю, потому что, например, даже человек, который меня обучал дизайну, Александр Борисович Коноплев, он делал для своего времени просто сумасшедшие, невероятно авангардные книжки, и, конечно же, они даже до сих пор кажутся очень крутыми, но все-таки дизайн развивается так быстро, и мысль развивается так быстро, что есть смысл, конечно же, основываться на истории и вообще знать историю, печатную историю. И до определенной степени это помогает, но каких-то прям явных
путей из этого я для себя, наверное, не вижу. Хотя, конечно же, иногда об этом думаю, и можно взять что-то, подглядеть что-то из совсем старины, не знаю, из какого-нибудь 16 века и попытаться переложить это на современность. Но всегда стоит понимать, что это будет абсолютно переосмысленно, и что сейчас это будет выглядеть совершенно по-другому и нести совершенно другое содержание.